Что такое число? На этот простой вопрос разные люди вроде бы отвечают по-разному. К примеру, русский скажет 1, 2, 3 и напишет цифры 1, 2, 3. А немец скажет 1, 2, 3, но напишет те же самые цифры. Японец скажет идти Nissan и нарисует 3 иероглифа. Но, конечно, по числам они понимают одно и то же. Это что-то такое, что можно складывать и умножать, соблюдая определенные правила. Греческого слова «матема», что означает «знание». 16 век – это прорыв в области математики. 17 век. Ферма и Декарт. Только открываешь учебник по вышмату, буквы-то вроде те же самые, а ничего не понятно. И криптография. А это число не положительное. Поднося свой мобильный телефон к терминалу оплаты в магазине. Математика – это не просто наука, это язык науки. И если, к примеру, я напишу вот такое сложное выражение, то в любой точке земного шара меня поймут одинаково. А именно, есть такое число 0, и если мы к произвольному числу этот 0 прибавим, то получим то же самое число. А еще есть такое число 1, и если мы произвольное число умножим на эту единицу, то получим то же самое число. И если вы этого не знали, то прямо сейчас стали чуточку умнее. 5, 4, 3, 2, 1. Математика происходит от древнегреческого слова «матема», что означает «знание». Поэтому считается, что математика как систематическая наука появилась именно в Древней Греции. Но это, конечно, не так, и история математики гораздо богаче. И Древний Вавилон, и Древний Египет, и Китай с Индией, и арабские страны. Математикам этих стран есть чем гордиться до изучения геометрии в Древней Греции. И по сути все начинается с понятия натурального числа и самых простых элементарных геометрических фигур. И все знания, математические самые первые, добываются на практике. Взяли яблоко и еще одно яблоко, сложили, получили 2 яблока. А потом яблоко разрезали на части и из этих частей сложили обратно яблоко. Вот получилось целое, да, из частей целое. И вот эти все арифметические действия, они и возникли из практических нужд. И примерно до 16 века продолжается период элементарной математики. Это вот тот объем знаний, который получают современные школьники. Это арифметика, это решение уравнений первой и второй степени, это простые задачи по геометрии на плоскости и в пространстве. Но 16 век – это прорыв в области математики. Осмыслив все, что сделано до них, их предшественники математики совершают качественный скачок вперед. Во-первых, научились решать уравнения 3 и 4 степени. И, решая их, столкнулись с неприятной неожиданностью. Пришлось извлекать корни из отрицательных величин. Не умели до этого делать ничего подобного, и данным числам дали название мнимые. А потом разработали арифметику и получили комплексные числа. Далее Франсуа Виет вводит буквенную алгебру. То есть до него математические работы – это просто литературные сочинения. Он же вводит буквы для обозначения величин. И хотя его обозначения еще не очень удобны, но уже становится гораздо проще работать с алгебраическим выражением и с формулой. Декарт затем доработал его обозначение, и фактически начался период математики переменных величин. Третье важное открытие – это логарифмы. С их появлением сложные вычисления становятся гораздо проще. И в конце века Симон Стевен издает книгу «Десятая», где показывает, как работать с десятичными дробями. Фактически он узаконил десятиричную систему. До него были дроби 60-ричные. На самом деле мы сейчас ими пользуемся иногда. Ну, давайте хотя бы на часы посмотрим. Час – это 60 минут, а минута – это 60 секунд. И одновременно с этими открытиями растет авторитет математики. Математики того периода научились решать очень много практически важных задач. Это и связано с артиллерией, и с мореплаванием, и со строительством, с оптикой, гидравликой, ну и так далее и тому подобное. 17 век. Ферма и Декарт разрабатывают и вводят в употребление систему координат. Тем самым соединяют две ветви математики – алгебру и геометрию. И решение многих задач существенно облегчается. Так создается аналитическая геометрия. Далее Ферма, Гюйгенс и Бернулли на основе подсчета шансов в азартных играх создают теорию вероятности. И, наконец, еще одна глубочайшая идея представляет гладкие прямые набором бесконечно маленьких отрезков прямых. Эта идея к концу века получила свое воплощение в работах Ньютона и Лейбница, которые создали мощнейший инструмент – математический анализ. По сути, это анализ бесконечно малых, который включает в себя дифференциальное и интегральное исчисление.
И сам Ньютон о своих работах сказал следующее: «Если я видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов», тем самым подчеркивая, что без работ предшественников не было бы современных открытий. Чем же отличается высшая математика от элементарной? А тем, что когда открываешь учебник по элементарной математике, то вроде бы все понятно. А как только открываешь учебник по вышмату, буквы-то вроде те же самые, а ничего не понятно. Ну, конечно, это шутка. А если серьезно, то главным отличием высшей математики от элементарной является понятие предельного перехода и бесконечности. И привычные со школы нам свойства могут оказаться неверными, как только мы устремляемся к бесконечности. Например, пределом последовательности положительных чисел может оказаться неположительное число. От перестановки множителей произведение может поменяться. А если мы будем переставлять слагаемые, то при определенных обстоятельствах сумму можно сделать равной любому наперед заданному числу. И несмотря на то, что все это звучит более чем странно, математика по-прежнему остается эталоном самого точного и надежного знания, которого мы только в состоянии достичь. Давайте вспомним, что в школе первые 6 лет мы изучаем математику, а в 7 классе неожиданно нам говорят, что она делится на алгебру и геометрию. Причем геометрия, в свою очередь, подразделяется на планиметрию и стереометрию, а к алгебре в 10 классе добавляют начало анализа. И вот это и есть 3 кита математики: алгебра, геометрия и анализ. Давайте это напишем. Но, конечно, когда мы переходим в высшую школу, то есть в университет, и занимаемся высшей математикой, то алгебра превращается в высшую алгебру. Геометрия в аналитическую геометрию. В свою очередь анализ – это математический анализ. И уже здесь они порождают новые ветви математики. Алгебра и геометрия, соединяясь, дают линейную алгебру. По сути, это геометрическая алгебра, но ведь можно поменять слова местами, и тогда получится алгебраическая геометрия. Дальше. Из анализа математического, если мы добавим комплексные числа, получим анализ комплексный. А если мы хотим изучать функции, то получим анализ функциональный. Еще одно важное ответвление анализа математического – это дифференциальные уравнения. Дальше. Смотрим дальше. Если мы с вами умеем решать уравнения, а в высшей школе этих уравнений может быть сотни тысяч, десятки тысяч и так далее, то мы получаем тут же вычислительную математику и линейное программирование. Алгебра и анализ комплексный порождают очень важную ветвь математики под названием теория чисел. И выясняется, что без комплексного анализа там делать практически нечего. Потому что современная теория чисел – это в первую очередь криптография. В свою очередь анализ порождает очень важную ветвь математики – теорию вероятностей, который примыкает еще 2 ветви – математическая статистика и теория случайных процессов. И криптография связана с таким разделом, как дискретная математика, теория графов и так далее, и так далее. То есть то, что я вам показываю, это верхушка айсберга под названием современная математика. И информация для студентов. Прямо сейчас я работаю над созданием обучающих курсов по нескольким разделам высшей математики, в том числе по аналитической геометрии, математическому анализу, теории вероятности, дифференциальным уравнениям. Подробная информация по ссылке в описании к данному видео. Начинаем обучение уже в этом году. Давайте рассмотрим некоторые примеры. Возьмем последовательность положительных чисел и убедимся, что она сходится к неположительному числу. Рассмотрим очень простой пример. Числа вида 1 делить на n, где n это натуральное число. И выпишем несколько первых. 1 первая, 1 вторая, 1 третья, 1 четвертая, 1 пятая. Понятно, что происходит. Числитель у нас с вами единица, а знаменатель увеличивается. Давайте предположим, что последовательность этих чисел стремится к какому-то положительному числу а. Тогда давайте посмотрим на величину обратную, единица деленная на а. Конечно, число должно быть каким-то большим, поскольку число а маленькое. А теперь возьмем и увеличим его еще в 10 раз. Дробь 10 делить на а. А тогда
если мы скажем, что наше число n больше, чем эта дробь, то величина обратная, то есть единица n, меньше, чем а десятых. Но число а десятых, конечно, намного меньше, чем число а. А значит, такого положительного числа нет. А если нет положительного, значит, последовательность наша сходится к числу 0. А это число не положительное. А теперь давайте посмотрим на такую сумму. 1, минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1, плюс и так далее. То есть, что получается? Сначала идет положительная единица, потом отрицательная. И мы складываем. Чему такая сумма может быть равна? Ну, давайте считать. Сумма первых двух слагаемых – это просто 0. Сумма следующих двух – это тоже 0. Сумма следующих двух – это тоже 0. Но сумма всех нулей – это, конечно же, 0. Все верно, но давайте попробуем посчитать по-другому. Выпишем еще раз набор наших слагаемых со знаками плюс и минус и посмотрим, что получится. Давайте первую единичку трогать не будем, а возьмем следующие две. Минус 1 и плюс 1. Ну, это, конечно, 0. Снова минус 1 и плюс 1. Это тоже 0. Дальше минус 1 и плюс 1. Это снова 0. И получается, что к первой единице добавляется очень много нулей. Конечно же, мы получим единицу. Но получается, что результаты получились разные. Все ли правильно мы считали? А может быть, мы неправильно группируем слагаемые? Давайте тогда нашу сумму просто обозначим каким числом x. И найдем, чему этот x равен. Вот первую единичку давайте трогать не будем, оставим ее пока без изменений. А дальше говорим следующее. А вынесем знак минус за скобку. Тогда скобка останется 1, минус 1, плюс 1, минус 1. То есть все слагаемые меняют знаки на противоположные. Но тогда в скобках получается снова число x. Вот мы его так обозначили. Тогда получаем, что это есть 1 минус x. Но до того, как мы скобки поставили, перед нами был именно x. А значит, получаем отсюда равенство x равняется единице минус x. И перенося x в левую часть, получаем, что 2x равно 1. А в свою очередь x равен 1/2. Смотрите, как интересно получается. Мы смогли получить и 0, и единицу, и даже не целое число, 1/2. А теперь рассмотрим еще более интересный пример, когда сумма положительных чисел может оказаться числом отрицательным. Давайте посмотрим такую сумму. 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8 плюс 16 и так далее. Что получается? Каждое последующее слагаемое в 2 раза больше предыдущего. Хорошо. Но чему эта сумма равна, мы не знаем. Давайте обозначим ее буквой x. А теперь сделаем следующее. Первое слагаемое оставим без изменений. А дальше заметим, что все остальные слагаемые четные. А значит, двойку можно вынести за скобку. В скобках останется 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8 плюс и так далее. Но что у нас с вами в скобках? А в скобках есть не что иное, как x. То есть ровно та сумма слагаемых, которая была изначально. То есть мы получаем, что это есть 1 плюс 2х. Но если мы теперь обратно домножим на 2 все слагаемые стоящие в скобках, то мы получим слева x. А значит, получаем уравнение. X равняется единице плюс 2х. А отсюда x минус 2х это единица. То есть минус x равен 1. А значит, сам x равен минус 1. И действительно, сумма положительных чисел оказалась числом отрицательным. Так где же сейчас применяется высшая математика? На самом деле, везде, куда ни посмотри. Это и космос. Это и медицина. Это и строительство. Это и программирование. Наш век – это век информации. И чтобы эту информацию получать быстро, а самое главное – находить именно то, что нужно пользователю, нужны хорошие и быстрые алгоритмы поиска. И если мы добавим сюда операционные системы, виртуальные услуги, социальные сети, чипы NFC и так далее, то за всем этим стоит математика. Задача данного видео – не напугать вас высшей математикой, особенно вот такими картинками, а показать вам, что высшая математика применяется буквально на каждом шагу, даже если вы этого не знаете. К примеру, поднося свой мобильный телефон к терминалу оплаты в магазине. В этот момент алгоритмы шифрования, а это дискретная математика, работают за вас, а вы спокойно забираете свою покупку. Или другой пример. Ни один кассир не знает, что такое интеграл Лебега, но все они умеют им прекрасно пользоваться, когда считают купюры. Конечно, не каждому нужно знать высшую математику, но многим из вас она пригодится в дальнейшей работе. Вскоре тут появятся полезные видео по высшей математике. И, кстати, в комментариях вы можете написать, какие видео по вышмату вы хотели бы видеть на моем канале.
Подписывайтесь на мой инстаграм-канал, там будет уникальный контент, которого нет на YouTube, о жизни, обо мне и немного другой математики. Кто досмотрел видео до этого момента, напишите в комментариях слово «интеграл» и что вы думаете об этом видео. Так я узнаю, кто смотрит мои ролики до конца. Думайте своей головой и увидимся на канале.